9 августа – Международный день коренных народов мира. Тема в 2018 году – миграция и перемещение малых этносов. В результате потери земель, территорий, ресурсов и других факторов многие коренные народы мигрируют в другие районы в поисках лучших перспектив для жизни, образования и занятости. Есть несколько предположений, откуда появились ненцы, коренной народ Ямала. Самый ранний документ, в общем-то, если опять-таки верить, вернуться еще более ранние периоды, это где-то X век, когда Ивану Грозному докладывали, что за Урал-камнем проживают инородцы. Версии о том, откуда взялись именно здесь, на Ямальском полуострове, ненцы, но если учитывать легенды, что сами же ненцы в легендах указывают, что до того момента, как они сюда пришли со своими оленями, что здесь уже проживало какое-то население. Ненцы в своих легендах называют их сихарти. Ненцы – самый многочисленный народ из 40 малых народов севера России. Сегодня их насчитывается около 45 тысяч человек. И отсюда идет версия, значит, если был какой-то доненецкий народ, значит, ненцы откуда-то тоже взялись. И существуют две версии, что часть ненецкого населения пришла все-таки откуда-то со стороны Алтая, а вторая версия исходит тому, что она пришла все-таки более с западной стороны, с той территории, где проживали финно-угорские народы. Это территория современного Поволжья. В большинстве случаев мигрирующие народы находят лучшие возможности для трудоустройства и улучшают свое экономическое положение, но отчуждают себя от своих традиционных земель и обычаев. Если взять наши северные народы, то миграция здесь тоже есть. Раньше, в конце прошлого века, была такая актуальная пословица: где родился, там пригодился. А сегодня, эта пословица или поговорка, она не актуальна. Сегодня молодежь едет туда, где она востребована, где она может, как говорится, получить то, что хочет, и отдать максимально свои силы. И поэтому, наверное, миграция у нас тоже есть. Это присуще любому человеку, нормальному человеку. В общем-то, это нормально, что человек ищет лучшие места, приспосабливается, меняет свой образ жизни, ищет новое, лучшее, интересное. Вот. Это во всем мире так происходит, и нельзя уж никто никого не обязывает быть привязанным к своим местам. Вот. Если только семья, допустим, живущая в тундре, они имеют хороший, в общем-то, достаток, у них в семье, в общем-то, все распределено, и хватает оленей, хватает пастбищ. В таком случае, конечно, дети будут держаться своих семей. Прежде всего, необходимо внутреннее стремление человека, его упорство и желание достижения цели, будь то получение образования или место в определенном учреждении. Так считает молодой специалист общественной организации. Хат Кухуди родился и вырос в тундре. Его родители ведут традиционный образ жизни. Юноша закончил Новопортовскую школу-интернат, получил образование, отслужил в рядах российской армии и теперь во всем старается помогать родным и соплеменникам. Благодаря своей целеустремленности у Хатка не возникло проблем с трудоустройством. Не возникнет вопросов с поиском работы, возможно, и у студентки 3-го курса Дианы Яптик. Девушка тоже жила и выросла в тундре, ее родители – оленеводы. Диана знает, чего хочет и к чему стремится. Я в дальнейшем планирую поступать на высшее учебное заведение. А так, думаю, на заочно и параллельно работать. Я уже решила для себя, что я буду жить в поселке, но я не собираюсь бросать свою тундру, я буду туда ездить, как появится возможность. В основном я занимаюсь студенческими отрядами, отправляем по заготовке топливных дров для коренного населения, которые приводят на железные дороги и развозят по факториям. Обдумывал всю ситуацию и находил то, что мне подходит. Мне эта работа очень нравится, помогать своим близким, родственникам, своему коренному народу, таким же, как и мы, которые нуждаются в помощи в первую очередь. Вопросы трудоустройства
в общем-то, сегодня очень актуальны для нашей молодежи. Вот. Кто-то устраивается, кто, если изначально себе хорошую цель поставил, как говорится, хорошо отучился, хорошие базовые знания получил, находит работу. А кто-то бывает, что сталкивается с проблемой трудоустройства. Где-то кому-то мы стараемся помогать, но не всегда наши усилия приводят к тому, положительному результату. В 21 веке коренные народы сталкиваются со многими острыми политическими, социальными, экономическими и культурными проблемами. Проблем, конечно, много, но одним из них является, наверное, проблема доступности жилья. Вот. И сейчас как идет конкурентоспособное население у нас, и некоторые студенты, которые выпускники, не могут найти себе работу. Вот. И в частности, как, например, находят работу, приезжают с тундры, из городов, и у них проблема такая, как с жильем. Вот. Моя семья, мои родители, мы часто сталкиваемся с такой проблемой, как жилищная. Проблемы с жильем. Вот. Да. Вы участвуете в программах каких-то? Мы участвуем в программах, стоять в очереди, стоим. И ждете, наверное. Да, мы пока ждем. Но мы ждем уже довольно-таки очень много. Пройдет какое-то время, какие-то тысячелетия, и народы ведь опять может произойти великое переселение народов. Это может быть связано с переменой климата, с переменой образа жизни. Может быть, действительно, то, что у всех нас вызывает самый большой, в общем-то, страх, да, это потеря оленей. И вполне возможно, конечно, нельзя такого допустить, но может измениться образ жизни полностью вообще. Несмотря на многочисленные различия и проблемы, коренных народов мира объединяют общие ценности, в том числе чувство взаимопомощи и ясное понимание того, что их жизнь неразрывно связана с землей. Это глубокое ощущение взаимозависимости друг с другом и всеми другими живыми существами стимулирует чувство долга и обязанность сохранять и защищать природу, которая является священным источником пищи, лекарств и духовной силы. Конечно, есть такое, скучаешь по родным краям, хочется вернуться, погонять оленей. Вот. Конечно, этого в поселковой среде не хватает очень. В свободное время появляется, выезжаем на природу, собирать ягоды, с семьей выезжаем. А так частенько бываю в командировках, и это очень хорошо. И это это все заменяет то, что вроде работаешь в поселке, в офисе, и раз ты оказываешься в тундре. И такие впечатления бывают, то, что не дают скучать. Следующий 2019 год ООН объявила годом языков коренных народов с целью сохранения уникального лингвистического фонда, носителем которого являются всего лишь 4% населения планеты. При этом, по данным ЮНЕСКО, 90% всех языков мира находятся под угрозой исчезновения. Ненецкий язык относить к числу вымирающих пока рано, но сигналы тревоги пора подавать. Значительное количество слов заимствуется от русского и других языков. И хотя в школах Ямальского района и в детских садах ведутся уроки родного языка и литературы и сдаются экзамены, это повод задумываться о потере национальной идентичности. Во всех школах-интернатах района преподаются такие предметы, как родной язык, родная литература, ненецкая, естественно. И ребятам предоставлена возможность сдавать выпускной экзамен после 9 класса. То есть родной язык можно выбрать как предмет по выбору. И отрадно, что именно для сдачи экзамена ребята выбирают родной язык. Как правило, если в 2016 году его сдавали еще где-то 42 человека у нас сдавали, это где-то примерно 15% детей, то в этом году уже порядка 23% ребят, это почти 80 человек, сдавали родной язык и сдали все успешно, то есть неудовлетворительных оценок не было. Сейчас появляется очень много смешанных браков, и в связи с этим родители, они часто пытаются своих детей научить русскому языку. Они прививают в них русский язык, а не сам родной язык. И в связи с тем, что мы забываем свой родной язык, а родной язык – это душа нации, и
С этим мы забываем свои традиции, свои обычаи и земли. Те, которые воспитывались в поселковой среде, не в интернате, они действительно не знают своего языка. Что уж говорить о тех людях, о той молодежи, которая выехала из поселков, живет в городах, вот, ассимилировала. Может, какие-то межнациональные браки уже вступили. Вот это люди до 40 лет уже не владеют языком, и, соответственно, их дети уже не знают родного языка. Вот. Но, тем не менее, в документах, согласно переписи, они значатся немцами. Ну, они идентифицируют себя со своей национальностью, вот, но языком не владеют. Это уже окончательно говорит о том, что со временем их дети, внуки уже как бы не будут считать себя немцами. Одной из главных проблем является выработка практических моделей, позволяющих выявлять, сохранять и передавать грядущим поколениям традиционные системы знаний и ценностей. Ничто не может заменить чувство преемственности, возникающего при подлинном понимании традиционных знаний. Несомненно, в некоторых коренных общинах первобытные языки, церемонии и системы знаний безвозвратно утрачены, но во многих других, в частности у немцев, пока сохраняется культура, по-прежнему большинство говорят на родном языке, проводятся сотни церемоний в честь смены времен года в природе и в жизни людей. Мне кажется, все равно есть дети, которые стремятся жить в тундре, им это нравится, и они без этого просто не могут, и все. А среди твоих одноклассников были такие? Среди моих одноклассников, многие поступили, но есть те, которые остались в тундре, потому что им это просто, они не могут без этого. Без тундры не Да, могут. не могут. Развивая экономику и решая социальные проблемы, коренные народы придают большое значение сохранению своей культуры, языков, врачебных искусств, песен и церемоний. Я отрадна, что перед лицом огромных трудностей многие коренные народы сохранили традиционные знания, основные ценности, которые поддерживали их на протяжении многих лет, и чувство сплоченности, присущее племенам. Изначально, если цель была это решение проблем, да, значит, улучшение благосостояния людей, но это во всем мире малых этносов. Это, во-первых, это здоровье, всем желаю, всем своим землякам. Мы тоже относимся к малым народностям, да. Здоровья желаю, благополучия, чтобы, как пожелал наш президент, чтобы в ближайшее время мы, как говорится, перешагнули проблему бедности. Антонина Сирасхова, Виктор Утробин, Ямальское телевидение.